Всем привет! Рад вас видеть на канале. Наконец-то открытое море. Вышли мы из судоремонтного завода в Шанхае после пятилетнего планового ремонта. Вот, можете посмотреть, как это было из предыдущих видео. А пока не забывайте подписаться на канал, оставить свои комментарии и переходим к навигационному мостику. Сейчас мы на вахте. Проходим побережье Китая, трафик, рыбаки. Уже не так много, конечно, как на выходе из Шанхая. Направляемся мы сейчас в Сингапур. Будем брать топливо. Вот. Через Тайваньский пролив по кратчайшему маршруту. Погода портится. Поднимается сильный ветер, дожди, тучи. Вот. Что ж нас ждет? Дальше мы идем в Бразилию, в порт Асу, это недалеко от Рио-де-Жанейро, но по дороге в Сингапуре нам нужно будет списать по болезни третьего механика, он получил травму, а вот наша смена задерживается, не успевают они предоставить все документы для смены экипажа в Сингапуре, но пока будем наслаждаться барбекю в качестве утешительного приза. А у нас следующий день, новая навигационная вахта. Прошли мы уже Тайваньский пролив ночью. Не снимал, было плохо видно. Сейчас подходим к побережью Вьетнама. Трафика практически нет, спокойно. Но все так же дождливая погода. Предзакатные часы. Красота. Пойдем на свежий воздух. Хотя не очень-то он уже и свежий. Подходим к тропикам. Очень высокая влажность. Уже температура более 30 градусов. Жарко, душно. Но все равно после грязи, пыли в драйдоке не может не радовать открытое море и закатные краски. Ну а по работе у нас замывка палубы от грязи и мусора. Боцман трудится. Ну что, у нас новая дневная вахта, новый день, отличная скорость, 16 узлов. Подхватило нас течение. Вышли мы уже из территориальных вод Вьетнама. Подходим к оилфилдам, к вышкам по добыче нефти. Ну и трафик тут неизбежен, так как мы находимся на стандартном маршруте с Сингапура на Китай и в Азию в целом, но в принципе не так скучно на вахте и не одиноко. Очень высокая влажность, температура уже выше 35 градусов в тени, так что мы решили себя побаловать. Ребята уже подготавливают судовой бассейн, замывают его и будут набирать свежей, чистой морской водой. Ну, а пока погода позволяет, поднимаемся на самую верхнюю палубу, на Monkey Deck, навигационную палубу, где находятся у нас навигационные огни, радары, антенны, магнитный компас, и приводим все в порядок. А я тем временем перед приходом в Сингапур проверю и откалибрую магнитный компас. Ну вот, мы уже на якорной стоянке в Сингапуре. Заход был ночью, так что ничего вменяемо снять не удалось. А мы сейчас ждем катер для списания третьего механика. Вот, готовим все для того, чтобы спустить его при помощи судового крана, так как он не может практически передвигаться. У него сорвана спина, поэтому приходится вот таким изощренным методом выходить из ситуации. Конечно, очень неприятная ситуация, особенно для него в текущих реалиях, где практически в каждом порту карантин и не хотят идти навстречу морякам, организовывать смены, да и просто списать человека составляет просто какую-то
немыслимую бюрократическую процедуру, но все-таки дожали совместными усилиями и организовали хотя бы списание по травме одного члена экипажа. Ну что, понемножку начинаем спасательно-эвакуационные процедуры. Дождик моросит. Ну, типичная погода для Сингапура. Да, все, конечно, переживают. Особенно, думаю, он в своей клетке. Но все будет хорошо. Понемногу и катер подходит. Держим его в правильном положении при помощи веревок. Да, романтика. Я думаю, этот контракт он никогда не забудет. Особенно такое списание. Но не будем о грустном. Все пройдет успешно. Я надеюсь, ему окажут первую медицинскую помощь. Ну, плюс и дома пройдет курс реабилитации. И совсем скоро станет снова частью команды корабля. Все, посадили его уже в лодку и готовим уже судно к отходу. Взяли топливо, ждем сейчас лоцмана, подготовили уже лоцманский трап. Как назло, пошел дождь, а честь встречать лоцмана выпала мне. Но это мелочи. Будем мы еще из-за них расстраиваться. Но огромное вам спасибо, что в очередной раз досмотрели видео. Надеюсь, оно вам понравилось, было интересно. И если это так, то не забывайте оставить комментарий, поставить лайк и подписаться на канал. А вам я желаю всего самого наилучшего, не болейте и увидимся в новых видео. Пока-пока.